Можно ли употреблять животные белки? При тяжелых случаях 3-4 стадии они должны быть исключены. В остальных случаях допустимы курица, индейка, кролик. Они не должны быть главными в блюдах, но 200-300 грамм в неделю достаточно. И главное, они должны быть выращены в экологических условиях, на экологических кормах. Это же относится и к яйцам. Только деревенские, оплодотворенные и не больше, чем 4 яйца в неделю. Молочные продукты. Можно употреблять только деревенские кисломолочные: кефир, йогурт, творог. Лучше на ночь в небольших количествах. Рыбу можно употреблять 2 раза в неделю, только с овощами, либо отдельно без ничего. Лучшая рыба местная, экологически выращенная. Карп, судак, сельдь, мелкая рыба предпочтительнее. Из морских лучше кальмары и лососевые, но только экологические. Выращенные искусственно не употреблять. Грибы можно: шампиньоны, боровики, вешенку. Какие из растительных белков лучше? Это в первую очередь чечевица, горох зеленый или сушеный, горох турецкий, маш нут, орехи грецкие, лесные, миндаль, пекан. Очень полезны хлорофилл, спирулина. Вот что ученые советуют относительно жиров. В качестве источника жиров можно употреблять каштаны съедобные, авокадо, семена подсолнуха и тыквы, кунжут, оливковое и льняное масло, рыбий жир, редко топленое сливочное масло. Рекомендации относительно углеводов. Углеводы зерновые. Лучше всего пшено, гречка, рис натуральный, овес цельный, рожь, пшеница дробленная сухая, ячмень в напитках и солоде. Углеводы овощные. Употребляйте тыкву, цукини, патиссоны, кабачки, морковь, аспарагус, артишок, капусту цветную, брокколи, брюссельскую. Также употребляйте в больших количествах редис и сельдерей. Полезны репа, хрен, редька, брюква, помидоры, включая соки и пасты. Ешьте больше разного лука и чеснока, притом с кожурой. Можно немного запеченной свеклы. Относительно зелени никаких ограничений, как можно больше петрушки, укропа, сельдерея. Теперь о витаминах и минералах. Употребляйте как можно больше яблок в любом виде, землянику, клюкву, клубнику, чернику, малину, голубику, ежевику, гранаты, хурму, кокосовое молоко, цитрусовые, персики, сливы, нектарины, абрикосы. Полезны также соки овощей, фруктов и ягод. Хорошие поставщики микроэлементов – это пирга, цветочная пыльца, плоды шиповника. Морские водоросли – фукусы, морская капуста, нори и другие. Ученые также рекомендуют ввести в рацион проросшие пшеницу, брокколи, сельдерей, люцерну, горох маш, семечки, рожь, чечевицу. Пшеница, рожь проращиваются 36-40 часов. Маш, чечевица – 2-3 дня. Перед потреблением измельчить на мясорубке или миксере. Орехи измельчить на кофемолке, добавляя немного морской соли. Все это полезно добавлять в салаты, каши, к фруктам, сокам, коктейлям. Еще полезно употреблять немного темного шоколада. Также рекомендуется употреблять в больших дозах селен. Его источники – душица, рыба, моллюски, бразильские орехи, семечки. И, наконец, максимум употребляйте зеленого чая от 2 до 5 чашек в день, но только без сахара.